Сегодня я хочу поделиться тем, как сделать полочку. Такая полка больше подойдет для дачи или, как у меня, для временного использования. Пару слов о небольших переделках под полку. Кухня мне досталась с гарнитуром под общей столешницей, и плита стояла около окна, что мне не нравилось. А так как пока что-то изменить кардинально на кухне нет возможности, делаю, что могу. Для начала распилила столешницу, отделив маленький столик от большого. Теперь со стороны распила столешница оказалась необработанной, а так как именно эти края будут около плиты, надо было что-то придумать. Так как не планировала трат на ленты, я решила отделать края фольгой. Для этого использовала клей титан и очень плотную фольгу. Просто нанесла клей на столешницу и приклеила. Получилось все аккуратно и огнеопасно, да и мыть так удобней. И вот как только я получила столик у окна, мне пришла в голову идея сделать полку для различных специй. Так как мебели на кухне у меня немного, а хранить запасы где-то надо. Для этих целей решила использовать остатки панели. Кажется, она называется сэндвич. Ее еще используют для утепленных откосов для окон. С одной стороны панель покрыта защитной пленкой, и под ней она белая. В общем, материал достаточно плотный и гибкий, но режется очень просто обычным ножом. Хотя резать надо аккуратно и не быстро, и нож хорошо заточить. Я вот этот момент не продумала, и в некоторых местах внутренняя часть панели получилась неровной, как будто склеилась. А еще, если резать ее просто ножом без линейки, то получится неровно, как у меня вышла моя первая полочка. Нож ведет в разные стороны. Хорошо, что этот материал легко подправить, и я ее выровняла. Для крепления панели я использовала маленькие уголки и шурупы. Только надо заранее примерить шурупы, чтобы они не вылезли с другой стороны панели. Отмерила нужное расстояние полок и боковин и прикрутила. Прикручивается очень легко, шурупы прям как в масло входят. Но вот после сборки полки стали видны все огрехи моей резки. Некрасиво было так оставлять, и поэтому на помощь пришел добрый старый клеевой пистолет. Ну и красивый шнур. Шнур синтетический, поэтому и мыться будет отлично, что для кухни очень важно. Помимо приклеивания шнура, прошлась пистолетом по всем соединениям полок с боковинами для лучшего сцепления. И теперь стало гораздо красивее и аккуратней. На боковину пустила один шнур, а на полке двойной ряд шнура, который помимо декоративной функции несет еще и функцию небольшого ограждения для круп и для специй. На одну из сторон полок сделала крючок из трехжильного провода, пока не придумал, чем заменить его покрасивей. На крючке висит книга рецептов, маленький блокнот для заметок, и еще я соорудила держалку для бумажных и целлюлозных салфеток. В трубочку от фольги продела шпагат, и вот готово. Оказалось удобно и место очень экономит. Теперь на первом этаже у меня самое нужное или высокое, типа масла растительного, уксуса и прочего. На втором самые необходимые специи. Чтобы побольше уместилось маленьких баночек, вставила туда полку из Икеи. На третьем этаже крупы и сахарный песок. Ну и на четвертом еще крупы и сухари, которые я всегда сушу из старого хлеба и использую для наших любимых котлет, ссылку на которые я дам сверху в подсказке. Полка получилась светлая, симпатичная, вместительная, но небольшая. И главное, удобная именно для меня, так как я делала ее по своим размерам. Для временного решения мне очень подходит. То, что нужно, всегда под рукой для готовки. Спасибо, что смотрели. Удачных и смелых вам творческих решений.